Все, кто заходит, всем приветы. Кто там заходит у нас? Кто-то заходит. Кто заходит, приветы. Кто еще не зашел. Я вышла пораньше. Заходите тоже. Не могу включить пока на телефоне. Вы пока заходите. Пока заходите. Присоединяйтесь. Не могу зайти с телефона. Интересненько. Сегодня эфир пораньше. Ну как так-то? Вот что я забыла сделать. Я нашла, что я забыла сделать. Теперь вот всем привет. Теперь уже все пошло. Все нормально. Я поняла, что я забыла. Так, нашла. Все заходите, всем привет. Зажигаем свечку. Потушила свечку, зажгла и потушила. Я умею, да, тушить. Надо тушить. В общем, свечка у нас горит. Сейчас она разгорится побольше. Она новенькая, поэтому еще маленький огонек. Вот. Так что заходите. Кому нужны подсказки. Сегодня будут не только подсказки. Сегодня будут еще предсказания на 2024 год. Вот, так что заходите. Кому нужны подсказки, пишите подсказки. И надо будет тут номер написать. Сейчас я только тут не доделала. Как у вас дела, пока рассказывайте. Я пока буду вытаскивать карты и предсказания. Добрый вечер, Зара. Да, можно подсказку. Можно подсказку и пишите. Сейчас я скажу, какие номера. Так, 8, 6. Сейчас посмотрю. 1, 2 должно быть. 1, 2. Восемь, да, будет у меня? 8. Хорошо, пока что 8 готово. 8 предсказаний на следующий 2024 год. Надо будет циферку только сказать. Хорошо. Так что, Зарина, сейчас вам посмотрю подсказку. И номер напишите от 1 до 8. Я пока 8 приготовила. У меня их больше, но пока давайте 8 будет. Сейчас все достану. Подсказки наши. Жирный лайк поставили. Да, давайте ставьте лайки. Вы мне лайки, я вам подсказки. 6. Хорошо, 6 достану. Так, сначала подсказку для Зарины. Подсказочка на тот вопрос, да, который вас интересует. Подсказка для Зарины. Общайтесь только с позитивными людьми. Такая вот подсказка.
Такая подсказка для Зарины. И смотрите, такие вот предсказания на следующий год, и они с номерами. Видите? Шестерка. Вот, шестерка. Ждите приятных перемен в новом году. Смотрите. Зарина, это вам. У вас 6. Ждите приятных перемен в новом году. Так что это вам предсказание на 2024 год. Все, шестерка ваша, она ушла. Теперь с 1 по 8 шестерки уже нет. Вот, да, так что желаю вам удачи, пусть все будет суперский год. Вот, так что кому нужны подсказки, пишите подсказку. Еще с 1 до 8 предсказаний остались на 2024 год. Вот, циферка 6 уже все. Мне надо тут у себя отметить, что шестерка. Ручку. Девчонки, дайте ручку. А, вот она. Все. Спасибочки. Шестерочка у нас. Все. Дальше кому подсказки? Добрый вечер. Можно... вопросик. Мне ж надо ссылку вам. Ссылку ж надо, да? Разместить. Сейчас я ссылочку дам, и дальше будем. Вот. Вот. Ссылку, в общем, отправила. Ставьте лайки, девчонки, мальчишки, кто в эфирчике. А я вам подсказки. Теперь у нас Ирина идет по очереди. Всем привет, еще раз добрый вечер. Да, сейчас я буду давать Ирине теперь подсказки. Подсказки на всех колодах. Ирина лайк поставила, супер. Ирина пропустила 2 недели эфира. Сегодня даже будильник поставила, супер. Но я начала раньше, да. И у нас сегодня предсказание на 2024 год. Так что, кто в Телеграме знает, я эти предсказания делала. Так, давайте будем смотреть для Ирины. Где солнышко, да, вот там. Подсказка для Ирины. Подсказка. Вы творец своей судьбы и удачи. Ирина, вы творец своей судьбы и удачи. Такая вам подсказка первая. Вторая подсказка сейчас будет. Так. Для Ирины подсказка. Добро всегда возвращается. Делитесь добрыми делами с другими. Такая подсказка. Так что вы что-то хорошее сделаете, и вам это хорошее вернется. Супер. Хорошо, что вернется, да? А не где-то там затеряется. Для Ирины. Цените мелкие радости, они куда важнее крупных. Такая подсказка. Так. Ой, я девочку не вытащила. Девочка у нас на шаре, которая... Девочка с шариком. Что-то забыла, что-то вот она у меня спряталась. Прекрасные подсказки, да. У меня тут все прекрасные подсказки, так что приходите с настроением. Так, для Ирины подсказочка. Не сдавайся. Если не будешь бороться, считай, что уже проиграла. Так что не сдавайтесь. Давайте переставим режим. А то там так моргает. Так что не сдаваться. Вперед, только вперед, ни шага назад. И послание из будущего для Ирины сейчас. Из будущего послание для Ирины. Отпусти свою обиду, она делает тебя уязвимым. Это вот из будущего. Где тут можно увидеть? Вот, из будущего послания. Такое вам послание. Так, Ирина, подсказка 5. Предсказание на 2000. Вот она, 5-я. Вот она, 5-я. Смотрите, ну все это хотели. Повезет в денежных вопросах. Ирина, на 2024 год вам такое предсказание. Повезет в денежных вопросах. Супер. Вот, кстати, вот это вот очень важно. 5 и 6. Все, 5 и 6. Теперь с 1 по 8 остальные можете номера писать, кто там предсказания хочет. Так что, блин, повезет в денежных вопросах. Это же круто, да? Это же супер. Они всегда нужны, как бы, деньги.
Вот. Так что не зря вы, Ирина, сегодня на эфирчик-то забежали. Все супер. Так что удачи. Давайте, пока больше никого нету, пока еще никто не забежал. Dark Brain зашла. Здравствуйте. Подсказки. Ситуация с мужчиной. Подсказка. Все подсказки, предсказания принимаю, Ирина. Да, берите, берите. Благодарю вас, тоже благодарю. Ставьте лайки, вы лайки, я подсказочки. Dark Brain, ставьте лайк под видео. Так, я вам подсказку. Подсказка на сегодняшнюю ситуацию с мужчиной для Dark Brain. Подсказка. Устройте себе отдых. Смотрите, какая подсказка замечательная. Короче, вам не нужно заморачиваться. Вам нужно устроить себе отдых. Отвлечься. Уделите внимание себе. В общем, переключитесь на себя. Почему-то так. Почему-то так. Сегодня у нас... Спасибо, Dark Brain, вам тоже. Сегодня у нас предсказание на 2024 год. Номера остались 1, 2, 3, 4, 7 и 8. Кто хочет на 2024 год, кто тут у нас еще в эфирчике, можете посмотреть предсказание. Номер только напишите, и я вам предсказание... Ай, блин, почитаю. Тут свечка, а я там лезу. Горячо. Так что не забывайте, сегодня предсказания есть. Эх, надо было... Ну ладно, сейчас здесь напишу. Сегодня есть предсказание у нас. 2024 год. Конечно, я пишу на английском. Чего бы нет. Надеюсь, без ошибок, а то я даже не смотрела, что написано. В общем, сегодня предсказание. Так, закрепить. Ссылку я закрепила, что тут не мешалось нам. Наташа К. Добрый вечер. Можно мне 7? Можно. Наташа, ставьте лайк. Ставьте лайк, пожалуйста. За лайки раздаю подсказки и предсказания. Так, сейчас. Вот у нас 7. Вот, 7 предсказание для Наташи. Уже стоит лайк, супер. В общем, на 2024 год предсказание, та-да-та-там. Весь год будет наполнен любовью и лаской. Готовьтесь, готовьтесь. Смотрите, какой клевый год. Наташа, это вам на 2024 год. Так. Это у нас 7. Все, 7 уже забрали. Так. Еще остались предсказания на 2024 год. Номер 1, 2, 3, 4 и 8. Аж не верится. Да, пусть год будет классный. Я хочу, чтобы год был классный у всех. Так что верю, принимаю. Отличненько, отличненько. Так, раз пока что подсказки и все, да, никто не пишет, ну, в общем, сделаем послание из будущего, будет 10 посланий, вы можете какой-то номер загадать от 1 до 10, это как общий будет раскладик. 10 посланий из будущего. Первое, кто загадал 1? Уделяйте сну и отдыху больше времени, тебе нужно восстановить силы. Вам нужно отдохнуть. Видите, вы мало спите, возможно. 2. Кто загадал 2 позицию? Смотрим послание из будущего. Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Когда мне эта подсказка выпадает, то подумайте еще раз. Точно ли или нет? Обдумайте еще раз, правильно ли вы выбрали путь. 8 предсказаний писала Джейн. Ее пропустили. Джейн, прошу прощения, Вот, хорошо, что пишете, молодцы. Молодцы, обязательно пишите, потому что... Вот так, потому что я пропустила. Смотрите, 8 для Джейн. Для Джейн предсказание. Хорошо, что девчонки помогают, да? Предсказание на 2024 год. Успешным будет любое начатое дело.
Вы можете начать любое дело, которое хотите, которое, может быть, сейчас задумали. То есть вас ждет успех. Вот так вот, восьмерочка. Так, восьмерочка у нас тоже все. Вот. Так что пишите, пишите, да-да-да, напоминайте мне, потому что я могу там раз и что-то пропустить, раз и просмотрела. Говорите. Так, смотрим дальше. Из будущего послания троечки. Кто третью позицию загадал? Третья позиция. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись, удели им время. Это троечки. Вы сами сказали, делай добро. Да, вот, добро возвращается. Ирина, смотрите, как вы шустро. Вы уже сделали добро. Все, теперь к вам оно должно вернуться. Видите, как быстро все. Раз, раз и все. Вот, так что классно. Четверки. Давайте дальше посмотрим. Послание из будущего 4. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. То, что сейчас происходит, видимо, в долгосрочной перспективе, это хорошо. Пятерки. Пятерки. Этот человек не враг тебе, дай ему возможность доказать это. Пятерочки. Пусть человек покажет, что он хороший, что ему можно доверять. Шестерки. Кто шестую позицию загадал? Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас это тебе кажется дорого. Что не смотрите, девчонка как улыбается. Девчоночка с такими хвостиками. Так, это у нас была шестая же, да? Раз, два, три, четыре, да, 6. Седьмая позиция, седьмая. Мысли масштабно. Не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Видите, мечты, мечты, пишите ваши мечты. Много, что-то такое большое. Восьмая. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг. После долгого декрета загадала Наташа. Понятно. Так, это была восьмерка. Девятки. Не зацикливайся, отпусти ситуацию, все разрешится наилучшим образом. Так что не переживайте, если что-то не так, как вы хотите. Все будет хорошо. Отпустите ситуацию, все разрешится. Инна, здравствуйте. У нас сейчас уже десятое послание из будущего, общий расклад. Как бы вот десятое. Сейчас прочитаю, потом дальше скажу. Кто-то хочет тебя обмануть. Пожалуйста, будь осторожен. Это как послание предупреждения. То есть нужно посмотреть, кто и вокруг что говорит. Все проверить, чтобы никто не смог обмануть. Инна, у нас подсказки. Ставьте лайк, получаете подсказку. Подсказку можно одну или на всех колодах. И у нас сегодня предсказания на 2024 год. Осталось всего 4 предсказания. Номера 1, 2, 3, 4. Можете написать, и я вам прочитаю. 4 предсказания у нас осталось на 2024 год. Так что кому надо, пожалуйста, можете разбирать. Ну что, готовы? У всех там корпоративчики будут на работе? Или нет? Готовы к Новому году? У нас еще елки не продаются. Я в Телеграме писала про подсказки. То, что я подсказки делаю, это предсказание на 2000. Спасибо, Джейн, вам тоже спасибо огромное, что приходите на эфирчики. Так, смотрите, пока подсказки и предсказания никто больше не пишет, да, значит, сделаем опять общий расклад. Чтобы в записи можно было, посмотреть. На следующий эфир тоже будут предсказания. У меня их много, поэтому пока вот сегодня так. Дальше потом еще есть предсказания на 2024 год. Так что приходите, еще что-нибудь себе схватите на следующей неделе. Что-нибудь такое получите, какой-нибудь настрой на 2024 год. Так, будут 3 позиции, чтобы неделя была хорошей.
что надо делать и что не надо делать в следующей недельке. Первое, будет 3. Первое, что нужно делать и что не нужно делать. Я коротко буду говорить, да, смотрите, что нужно делать. Нужно принимать решение головой. Что не нужно делать, не нужно поддаваться чувствам, эмоциям. Не нужно там переживать за что-то, жалеть себя или кого-то. То есть поддаваться чувствам не нужно. Тут как бы коротко. А нужно рассуждать логически и принимать решения логически. И если хотите с кем-то что-то обсудить, то отключите эмоции и подключите разум. Двоечки, чтобы неделя была хорошая. Что делать и что не делать. Что делать, нужно идти в путь одному, самому, и прям все конкретно разузнав, чтобы прям вы точно знали, что вас ждет в конце пути, к чему вы идете, что вы делаете, как вы делаете, что вы получите при этом. То есть вот такой план должен быть. Что не нужно делать, не нужно почему-то, вот не знаю почему, но не нужно работать в команде. Нужно быть как бы одиночкой, который идет к своей цели, делает то, что считает нужным, составляет план, а в команде вот почему-то работать не нужно. Наверное, потому что все лавры заберут другие, вам придется много работать. Вот, поэтому надейтесь на себя. Третья позиция, чтобы неделя была хорошей, что нужно делать, что не нужно делать. Но тут прям легко, что нужно делать. Смотрите, нужно прислушиваться к себе, нужно идти к своей цели, нужно делать то, что вы любите, что вам хочется, то, что вас внутри зажигает, приносит вам удовольствие и радость. Что не нужно делать, не нужно поддаваться унынию, не нужно расстраиваться, не нужно думать, что все потеряно, что я сделала это не так, что ой-ой-ой, как же так, почему так получилось, то есть не нужно вот это все. В плохие мысли не надо, чтобы ничего угнетающего. Вот, счастье, радость и пошли вперед. Как бы, ну, случилось и случилось. Как бы это опыт и вперед. Не нужно расстраиваться, значит, это вам не нужно, что что-то не получилось. Вот. Можно вопрос? Как назло, на карте нету, на эфирчике. Это как называется, когда авансом, ответ авансом. Давайте вопрос. Сейчас я посмотрю, что у меня тут хоть. Пишите вопрос. Так, а у меня тут... Все, вроде... Добрый вечер, Аннет, добрый вечер. Хотела проверить. Ладно, не буду проверять. Время это еще, в общем. Так, Даргрейн пишет вопрос для Аннет. Подсказки на всех колодах. Аннет, мы ставим лайки. И за лайки, в общем, я вам говорю подсказки. И плюс у нас еще остались предсказания такие с номерами. Ой, вверх ногами вам показываю, вообще молодец. На 2024 год. Здесь где-то ваше предсказание. Так что вы потом еще какую-то циферку напишите от единички до 4. 1, 2, 3, 4. 4 предсказания осталось, 4 уже забрали. Вот, так, давайте, поставила. Так, подсказки на всех. Так, давайте сейчас посмотрим для Аннет. Даргрейн написала. Давайте для Аннет сейчас посмотрим Даргрейн. Потом Даргрейн посмотрим, ладно? Так, хорошо, посмотрим. Подсказки на всех колодах. Аннет, подсказка на всех колодах. Поверьте в свои силы, Аннет. Первая подсказка. Поверьте в свои силы. Так, для Аннет. Для Аннет подсказка. Добро всегда возвращается. Делитесь добрыми делами с другими. Уже у нас была такая сегодня. Человек уже сделал прям добро в прямом эфире. Так что вообще это интересно. Донат отправила Аля. Здравствуйте. Ну, я посмотрю. У меня это почему-то картинка не выскочила, но я посмотрю. Сейчас я для Аннет посмотрю подсказки. Для Аннет подсказка.
Для Анет. Не ищите никогда никому никаких оправданий. Если человек так поступил, значит, он так хотел. Как бы, ну, если человек так сделал, значит, так захотел. Вот. Так что не переживайте, если что-то там есть из-за чего переживать. У меня тут все, что можно, лежит на столе. Для Анет. Подсказка. Урок. Этот урок будет повторяться, пока ты его не усвоишь. Проанализируй ситуацию и сделай выводы. Вот. Так, и послание из будущего для Анет. Для Анет послание из будущего. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись. Удели им время. Такая вот подсказка. Ну, как послание из будущего. Вот, Анет, так что получите, распишитесь. Вот. Так, Dark Grey. Угу. Видел фото с видео с вечеринки. Благодарю, Анет, благодарю. Какая была его реакция? Какая была его реакция? У него вся голова, он был занят работой. Когда он это увидел, возможно, он был на работе. Видите, он работает, работает, потом бац, увидел, и вы ему сердце разбили. То есть у него чувства такие, в груди защемило, заболело. И как-то стало так вот больно вы ему сделали этим. То, что вам там как-то классно, он тут работает в делах, а вы там такая вот... Вот, конечно, ему было больно. Потому что вы ему очень нравитесь. Видите, ну как бы очень-очень. О чем он подумал? Он подумал, все. Неужели все? Неужели это конец? Неужели больше ничего не будет? Она решила, что все, она решила жить своей жизнью, ей хорошо, ей классно. И вот ему от этого больно, кстати, вы ему сделали от этого. О чем он подумал? О том, что вы все закончили. Ой, простите, что кашляю, что-то сухо мне. Как будто вы вот этим своим состоянием, таким оптимистичным и веселым, да, вы как будто все решили закончить, обрубить, как будто это ваше решение, и вы это ему показываете. Будет ли он действовать? Не будет действовать, не будет. Потому что это разрушит то, что у него есть. Напишет ли он? Нет, тоже не напишет. Тут тоже тяжело что-то будет написать. Попозже, может. Знаете, в будущем какая-то встреча, возможно, или вот чуть попозже. Нужно подождать. Какие-то известия от него будут. Но сейчас нет. Может, кстати, какую-то глупость написать в будущем. Пусть думает, что все хорошо, но пусть думает, да, это его, конечно, расстроило, что у вас там все хорошо, и вы идете дальше. Было разбить ему сердце. Вот коварная такая, коварная девушка. Красотуля, да? Так, что тут у нас поет? Там еще и мужчины вокруг были. Ну вот, он, видимо, понял, что вы пошли дальше. У вас все хорошо. Подсказка вам, подсказка. Делайте добрые дела. Так что подсказка, делайте добрые дела. Делайте больше добра, чтобы к вам возвращалось. На ваш вопрос вот это вот. Сейчас дальше буду смотреть. Так что спасибо за ваш вопросик. Так. Аля Дарц. Спасибо вам, тоже спасибо, что на эфирчик заглядываете. Максим, привет. Кстати, ну еще как бы у нас сегодня предсказание.
Предсказание, получается, на 2024 год. У нас остались 4 номера. 1, 2, 3, 4. Короче, видите, шапочки. Вы можете написать какую-то циферку от 1 до 4. Я вам прочитаю, кстати, ваше предсказание на 2024 год. Так что имейте в виду. Я пока дальше буду читать. Вопрос в описании доната. Сейчас посмотрим. Ой, что-то здесь вообще музыку не слышно, да? Сейчас я тут перескочу, ладно, туда-сюда. Так, чтобы мне... так, на донатик. Все, вижу донат. Ура, попал на эфир, Лидик! Привет! Так, что я пропустила? Вы пропустили, что у нас предсказания на 2024 год остались 4 штуки. Циферки пишем от 1 до 4. Максим уже 4 себе занял. Так что от 1 до 3, если что. Ну и подсказки. Лайки, ставим лайки. Я вам подсказки. Вы мне лайк поставьте, пожалуйста. Так, а я сейчас смотрю Али Дарс. Смотрю донат. Так. Смотрю. Так. Сколько нужно будет... Ого, может вы мне лучше скажете, сколько, ну то есть когда вы хотите это, потому что сколько нужно будет, чтобы заключить договор на продажу квартир, количество квартир, я же не знаю. Тут надо более точный вопрос задать, иначе будет расплывчатый ответ. Сколько нужно будет проходить на объект, чтобы на продажу, сколько нужно проходить на объекты? 10. Чтобы заключить договор на продажу квартир. 10. Цифра 10 выпадает. Сколько недвижимости пора дадите? 6. 10 ходить, 6 продадите. Но тут же вам нужно было срок как-то загадать. Срок или как-то уточнить, потому что если вы задаете точный вопрос, то будет более точный ответ. Видите? А сколько нужно будет проходить на объекты, это десятка выпадает. Заключить договор, вот чтобы, видите, 10. Сколько недвижимости продадите, 6. Шестерочка. И, кстати, вот каким-то семьям, семейным, возможно, людям, которые молодые семьи или которые, ну, такие семейные, для семей почему-то вот тут как-то получается. Вы продадите для семей. Не для одиночек, которые кому-то что-то там покупают себе, чтобы одни жить, а семейным. Почему-то вот у вас вы продадите семейным людям. Вот. И тут бы как-то зависит от вас. Если вы не будете поддаваться эмоциям, смотрите, вам, чтобы это все сделать, нужно не поддаваться эмоциям. Потому что вы можете расстраиваться, когда вам будут что-то там рассказывать, какие у них проблемы. Вы будете это слушать, что-то там, вот это вам вообще. Эмоции, короче, отключайте. Эмоции отключайте. Закрывайтесь просто. Ну, тут я не знаю уже, тут уже все карты. Эмоции, видите, там закрывайтесь от эмоций, потому что вам будут тут много чего болтать. То есть эмоции закрывайте, ставьте перед фактом. Так или вот так и так. Все, как бы вот такие варианты есть. Вам нужно рассказывать о плюсах здесь как-то и находить мягко подход к людям. Как-то при всем при этом находить каждому подход. Почему-то выпадают все-таки семейные у вас. Какие-то семейные. Может быть, вам нужно обращать внимание на то, что вот, чтобы там семье было комфортно. Когда вы рассказываете о квартирах или что-то там будете говорить, да, чтобы ее продать, здесь как-то нужно рассказывать о том, как будет классно семье там жить. Дети, семья, вот подумайте, что для этого надо. То есть рядом там что находится.
Садики, школы какие-то, да? Да, именно чтобы там было стабильно, надежно, хорошо, спокойно. Как-то для семейных, для семей у вас семьи. Прям тут семьи, семьи, семьи. Тут тоже дом, семья, семья. Вот тут тоже, и вот это тоже семейная карта, здесь тоже. Дом, полная чаша, чтобы все было там вот. Так. В течение года. Смотря сколько вот в течение года, если вы будете стараться, то 9 вы, вот тут вот 9 у вас получается. 9 или 10. То есть вы медленно, наверное, будете идти и стараться, да, но всякие тонкости, всякие мелочи, кстати, про квартиру узнавайте, потому что это очень важно. От этого зависит тоже, продадите вы или нет. То есть, когда вы будете узнавать эти мелочи, вы будете, возможно, можете и ошибаться, но это нормально. То есть, видите, где-то 9-10 вы сможете продать в течение года, но здесь нужно прям знать все тонкости. В чем там подвох, все ли там нормально. Подробно надо будет все, чтобы вы могли подробно на все ответить. Ну вот, так что так. 6 точно, даже 9-10 можно. Ну как, ну вот так выпадает. Так, сейчас вам подсказку. Подсказка на этот вопрос, подсказка. Делайте добрые дела. Но сегодня всем я мешаю, я ничего, как бы, я мешаю карты в течение. Ну вот, делайте добрые дела. И у вас как-то все связано с семьей, семейные какие-то вопросы. Так что делайте на это. Вот. Опирайтесь на это. Ну, что-то тут зависло, что-то тут музыки не будет, похоже, у нас. Понятно. Как и в прошлый раз, что-то случилось, и, в общем, все рухнуло. Спасибо, вам тоже спасибо за вопросик. Вот, так что вот так. Музыка отключилась, в общем. Так, смотрим дальше. Оксана Иванчишина. Удачного эфира. Спасибо. Подсказку на всех колодах. Так, Оксана Иванчишина, хорошо. Ставьте лайки. Вы ставьте лайки, я вам подсказочку. Хорошо, хорошо. Еще. Все разобрали, да, на 2024 год? Уже эти. Хорошо, сейчас Оксана Иванчишина у нас. Подсказка. Подсказка номер 1. Позвольте себе быть не идеальной. Так. Елку уже нарядили? Я очень хочу елку, у нас еще пока не продают. Оксана Иванчишина. Делайте все с улыбкой и получайте удовольствие от всех дел. Так что вот так вот, видите? Такая подсказочка вам хорошенькая. Спасибо, что поставили лайк, Оксана. Так, для Оксаны Иванчишиной подсказка. Не будьте идеальной, смотрите, будьте собой. Опять вам это говорят. Быть идеальной скучно, да? А так зато весело. Так, для Оксаны Иванчишиной подсказка. Доверяй. Тебя любят. Не разрушай отношения сомнениями и недоверием. Те вас любят. Так. Оксана Иванчишина из будущего послания. Перестань искать себя, создай. Расслабься и представь идеальный образ себя. Детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь,
Чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом? Начни создавать себя прямо сейчас. Тут как бы вам говорят, будет не идеальный, но из будущего вы говорите, что вы можете немножко поправить, чтобы вам нравилось. Вроде как принимаете себя, какой вы есть, но можете там волосы перекрасить, сходить подстричься, как бы и настроение лучше станет. Вот, что-нибудь себе красивенькое купить. Ну, что-то такое для настроения, потому что, может быть, у вас настроения нет праздничного. Нужно его сделать. Так, все вроде сказал. Оксана Ивантишина. Так, двоечка у Оксаны. Двоечка. Двоечка. Предсказание на 2024 год. Оксана Ивантишина. Смотрим. Этот Новый год будет для вас особенно счастливым. Оксана Ивантишина, ваше предсказание забирайте. Так, двоечка. Двоечку запишем. Двоечка все ушла. Так что так. Так, у нас Максим. Максим четверку забирает. Четверка. Четверка. Четверочка у Максима на 2024 год. Предсказание. Все звезды показывают на вас. В этом году вы в центре внимания. Вы в центре внимания. Вы, короче, будете звездой этого года. Все внимание будет на вас. Я не знаю, что там будет, что такое. Но вас будут замечать. Вас будут выделять. Как-то вот видеть вас будут. Так что такой будет год. Не спрятаться от славы. Да. Ой, Аля выбрала единичку. Для Али сейчас посмотрим. Круть, Максим говорит. Классно, да. Благодарю за ценные подсказки. Не хватает счастья, буду ждать. Ой, я бы вас обняла бы, знаете, сколько бы счастья было у вас. Вам бы спокойнее стало, кстати. Вас надо обнять. Вас надо обнять. Обнять вас надо. Обнять. Крепенько. Так, единичка. Аля Дарс. Спасибочки, Максим. Максим, спасибо, что приходишь. Лайк поставь только мне, пожалуйста, мне будет приятно. Так, смотрим единичку. Для Али подсказка на 2024 год. Вернее, подсказка. Не подсказка, а какой он будет. Послание, да? То есть, какой будет 2024 год. На работе ждите повышения по карьерной лестнице. Представляете? Аля. Дарт. Так что на работе повышение по карьерной лестнице. Так что вы там давайте, старайтесь. Вы там столько квартир продадите. Ого-го. Благодарю за ваш труд, Оксана. Вас тоже благодарю, что приходите на эфирчики. Я всегда рада. Всегда. Вот, так, давайте, Лидик. Лидик троечку. Троечку тоже уже забрали. Лидик троечку забирает. Так, на 2024 год. Какой будет 2024 год? Смотрите. Кто-то хочет встретиться с вами. Это будет очень приятная встреча. Смотрите, в 2024 году кто-то хочет с вами встретиться. Самое главное, что эта встреча будет очень приятной. Очень приятной. Это самое главное. Так что все подсказки разобрали. 10 штучек было. Я тут еще могу как бы сделать, но нужно время. Просто они у меня уже готовые лежат. Супер подсказка, да? Да, супер. Так, подсказка. Так, дальше смотрим для Лизика, да, подсказка на маленьких. Подсказка на маленьких. Ага, так, беру маленькие. Как себя вести в определенной ситуации? Что за колода была, где доверяй было написано? Не знаю. Вот это? Вот эта девочка с шариком. Вот. Вот это было, доверяй. Это оракул дрянной девчонки колода. Девочка с шариком мне пишут ее, так называют ее. Так вот. Подсказка на маленький. Как себя вести в определенной ситуации для Лидика. Смотрим.
Вы слишком напряжены, пришло время отдохнуть. То есть, как надо себя вести? Расслабленно, непринужденно, как будто вы просто отдыхаете, вам хорошо, комфортно, не напрягаться вообще, ничего не переживать, спокойненько. Такая подсказка. Сейчас сделаю. На этой колоде тоже сделать? Сейчас. Кому подсказки пишите. Девочка с шариком. Угу. Когда она только появилась, я говорю, оракул дрянной девчонки. Видимо, название не понравилось. Мне стали писать, девочка с шариком. Я говорю, ладно. Так тоже можно. Так, для Лидика. Так, для Лидика подсказочка. Умерь свое эго. Хватит зацикливаться на себе. Это не центр вселенной. Ну, не знаю. Насчет этого вопроса, если это другой человек, да, другая ситуация, то здесь как-то не нужно постоянно думать о себе. Что-то тут вот так вот. Угу. А еще здесь это как урок у вас идет. То есть этот урок будет повторяться, пока его не усвоишь. Проанализировать нужно ситуацию и сделать выводы. Это, скорее всего, да, на другого человека. Видите, это как урок. Это как урок идет. Потому что что-то думаю, нестыковочка. Расслабиться по-любому с этим человеком не получится. То есть расслабиться лучше с другим. С другим нужно себя спокойно вести, все нормально. А с этим какой-то другой человек. Вот. Надо прекращать, наверное. Понятно. Так, в общем, у нас каждую субботу будут подсказки, предсказания на 2024 год, так что приходите, потому что будут еще предсказания. Я их тут мне просто нарезать надо, мне как я уже их сделала, у меня тут больше 100 штук. Так что еще будут предсказания на 2024. На следующей неделе можете зайти, еще взять предсказания, почему бы нет. Да, еще себе какое-то предсказаница достать. Вот. Так что, кому нужны подсказочки, пишите подсказка. Думаю, может еще повырезать, пока никого нету. Ну, как бы, почему никого? Есть, конечно, но я имею в виду, новенькие сейчас придут. Может быть. Видите, музыки нету, все, капец. У меня там, я не знаю, что случилось с этим сайтом, все крутится и все. Вот эта штучка, что-то там сбой какой-то. И музыки нету. А могли бы музыку послушать? Ладно, так как сейчас народу уже, я так думаю, нету, все ушли. Я потом вырежу предсказания. На следующей недельке, в общем, будут предсказания. С 9 по 16. Может, даже больше, я, наверное, больше сделаю. Так что на следующей неделе будет побольше. Вот такие вот будут циферки и предсказания. Не скажу, какие здесь. Но здесь тоже хорошенькие. Вот. Прийти обязательно. Сегодня пораньше эфир запустили. Да, я сегодня пораньше эфир запустила, потому что вы там засыпаете уже потом. Видимо, поздно, я понимаю. И думаю, ну, как бы уже и темнеет раньше, поэтому надо пораньше. Надо пораньше начинать. Вам слышно, как я режу, нет? Наверное, слышно. Да? Не буду. Кстати, что кстати? Так, я уже сделала еще. Так, это будет у нас 9 в следующий раз, да, по 16. Да даже не по 16, наверное, больше будет. Что там, кстати, Лидик? Слушаю внимательно. Я... Как раз совпадает понедельник подсказки, даже с 9 с 16. Как раз по второй неделе декабря. Классно. Совпадает по неделям подсказки. Супер, супер. Я вообще рада, если вам подсказки помогают. Они, кстати, очень даже, да,
Как раз на предшествии, да, могут быть сегодня, которые были, могут быть на следующую неделю, потому что многие, кто смотрит подсказки, они говорят, что проигрывается на неделю как раз-таки вот. А потом на следующей неделе опять будет эфир, и там уже новые подсказки на следующую неделю. Бывает так. Ну, у некоторых людей так. Не знаю, конечно, как у вас, да, надо подметить, приметить там как бы, ну вот так, да. Может, эта встреча будет в течение недели, может быть. Может быть, потом расскажете. Расскажете, что там было. Вот. Так что, если больше подсказки никому не нужны, все уже отстрелялись, получили свои подсказочки, то тогда будем заканчивать эфирчик. Вытащить карту навстречу подсказку с определенным человеком. На подсказку с определенным человеком. Подсказка. Вот такая подсказка с определенным человеком. Рискуйте, впереди счастливые перемены. Вот на этой колоде. Такая подсказка. Ну, я не знаю, что это за человек, кто это. Ну, вот такая подсказка вышла. Вот. Ух ты. Вот не угадаешь, что скажут. Вот я вот ничего не знаю. Вот как бы вот что вытащила, то вытащила. Так что здесь так. Общие расклады есть, кстати, в этом эфире. Если что, кто-то захочет посмотреть, можете посмотреть. Но вот музыка виснет. Все, музыка тут не работает. К сожалению, не работает музыка. А эту нельзя. Тут уже нельзя. Я его сама еще не видела. Думаю, просто когда же встретимся. Ну, в общем, встретитесь, потому что карта классная. Впереди счастливые перемены. Это как бы очень классная. То есть, как бы приятно можете встретиться так, время провести, пообщаться. И вообще, хорошая карта. Вот. Он еще не предлагает, ну ждите, когда предложит. Если предложит. И как бы я же не знаю, что там у вас за отношения. Делайте пока свои дела. Если там суждено встретиться, то вы встретитесь. То знаете, даже если это ваше, вы мимо не пройдете. Вас так к этому подтолкнут, к этой встрече, что вот даже если вы знаете, что вот вам надо идти туда, и вы там встретитесь, и вы туда не пойдете, то вы все равно с ним встретитесь. Не хотите навязывать, не навязывайтесь. Если вы знаете, как отношения начинаются, так они и будут. Если вы уделяли ему внимание, а он вам отвечал взаимностью, то так и будет в отношениях. А если он будет за вами ухаживать, добиваться, то так и будет в отношениях. То есть это же лучшая позиция для женщины. Но тут как бы вот сами смотрите. Я не знаю, кто за человек. Вот. Много что правильно уже сказали. Ну, это хорошо. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Я хочу, чтобы у вас все было супер просто. Супер, отлично, чтобы все были счастливы. Улыбались как можно больше. Вот, так что... Первая карта, что было? Ну, вот, надо перемотать надо. Перемотайте, потому что там было очень классное предсказание на 2024 год. Перемотайте немножко назад. Там у вас продвижение по карьерной лестнице. Так что вы продадите свои квартирочки. Все будет нормально. Судя по стримам, видеоролик, который выкладывали. Я столько записала, и у меня нет времени выложить вам. Блин, тоже, знаете.
не хватает времени. Но самые важные я выложила те, которые вот я думаю, что вот в первую очередь нужны. Сейчас, кстати, у нас сейчас Луна убывает. Если кто как-то вот по Луне ориентируется, да, когда Луна убывающая, надо все из своей жизни убирать лишнее. То есть как бы то, что вам мешает в жизни, то, что уже не нужное, какие-то порванные вещи, например, да, ну такое вот. То, что уже вы хотите выбросить или избавиться, или, например, надо было сделать давно порядок, вон там, вот в этой кладовке, например, выкинуть там поломанные вещи, там что-то такое, да, как раз это время. Потом Луна будет расти, а когда вы, кстати, сейчас, когда Луна убывает, можете попросить, чтобы из вашей жизни уходили все препятствия, все плохое, негатив там, да. А когда Луна будет расти, вы можете просить то, что хотите, чтобы пришло в вашу жизнь. Там деньги, богатство, любовь, там такое все. Ну, кто на Луну ориентируется. Многое сбылось, Лидик? Ну, круто. Значит, это вам подходит. Значит, как бы моя энергетика немножко вам подходит. Как раз вчера папа стол забрал. Ну вот. Ну, в общем, вот, бывает так вот. Если вот так вот смотреть, я просто начала замечать по Луне, что очень много происходит, и вот можно ориентироваться на Луну. Если вы что-то хотите, повышение на работе просить, то лучше на растущую Луну просить. Не на убывающие, в полнолуние тем более не нужно. Потому что в полнолуние вообще не нужно ничего совершать такого нового. Вы можете вляпаться во что-то, короче. Полнолуние не повысит зарплату. А на растущую Луну, да, можно попробовать об этом поговорить. Может даже случиться такое, что вы не ожидали, а вам это одобрят, вот ваше предложение, например. То есть так бывает. Да, когда расти будет, то и покупки лучше совершать, да. Главное, покупки не совершать в полнолуние, потому что вы можете сделать, знаете, какие-то траты могут быть необдуманные. Или до полнолуния лучше, там будет растущая луна. На растущую луну хорошие покупки. И, кстати, вы даже можете на скидки попасть. Перед полнолунием на растущую луну вы можете попасть на скидки. Я так случайно попала на скидки. Я же тут раз показывала на эфирчике, то, что я купила себе руны прямо перед полнолунием. Я думаю, блин, надо в тот магазинчик съездить. Вот. Здесь вот руны. Вот, они из эпоксидной смолы. Такие вот. Тут блестят. Ну, там видно, видно, не видно, но вот такие руны. Я так попала, что тоже прям перед полнолунием. И скидка была очень хорошая. И я их увидела. Вот даже вот искала не было. Тут я вообще не искала. И они бац. Вот они прям перед тобой, перед твоими глазами. Никто не видит, а ты видишь. Как бы вот тут так. Классные, да, они вообще такие классные. А там еще руна сверху моя лежала, которую я знаю, и знаю только одну руну. Вот, но я уже по ним смотрела, они хорошо, они правильно говорят. Там можно тоже подсказки смотреть на рунах. Можно себе вытащить руну и посмотреть на какой-то вопрос, или просто подсказка, или там, ну, что вы хотите, там совет, да, можно. То есть тоже работает хорошо. Вот. Они очень сильные, они конкретно говорят. Ну, руны они другие. У рун такая же функция, что у карт Таро, но они говорят про немножко по-разному. Руны они говорят, они как руны, они как-то больше как... Хотя карты Таро тоже разные есть. Руны более четко говорят, конкретно. У них нету много значений у рун. У рун там конкретно вот это, вот это, вот это, вот так и так, да. Это у карт ты заглядываешь, ты смотришь, это с этим стыкуется. Если эта карта с этой, то это значит. А если это с карта с этой, то уже вообще там по-другому, там на разные вопросы совсем разные значения. Ну, здесь тоже так же на рунах гадают люди. Там смотрят какие-то вопросы, смотрят также подсказки и советы. Все тоже. Так же, как и на картах Таро. Но говорят, что на картах Таро вы можете смотреть подсказки каждый день, например, да, а на рунах лучше не смотреть каждый день, потому что это как бы они серьезные такие люди, с ними нельзя шутить. Вот там надо пореже смотреть. На один и тот же вопрос смотреть нежелательно. Лучше как бы на разные вопросы смотреть. Что они тебе сказали, все, как бы все, свободен, вот так вот. Они более такие. Но это мягкие, вот эти вот руны, ну, но не такие, они немножко другая энергетика у них. Ну, классные, очень приятные и трогать приятно.
На камушках мне не нравится, деревянные мне тоже не нравятся, хотя их много. Вот. А тут из эпоксидной смолы вообще прям мой любимый цвет еще. Познакомилась с человеком. Да не надо волноваться, как будет, так и будет. Вы поймете же при общении. Вы же при общении понимаете с человеком, нравится он вам или нет. Что у вас, как, что может быть. Просто общайтесь и все. Там поймете. Никогда ты не знаешь, что у вас и как будет, как у вас начнется, и как у вас закончится. Просто вам нравится с человеком или не нравится. Так что это нормально. Там по ходу разберетесь. Если он вам нравится, будете общаться и разберетесь, что там, как вы хотите. Вот. Нужно же больше узнать человека, потому что когда мы видим человека и не общаемся с ним на расстоянии, например, человека, или мы его видим изредка, мы его не видим настоящего. Вы не можете увидеть, какой он есть в разных ситуациях, как будет себя вести. Вот пришли вы куда-то, как он ведет себя там с другими людьми, как он ведет себя с родителями. Потому что человек может прийти, ну, про мужчин, например, говорю, бывает такое, да, может, женщина тоже такое бывает, конечно. Я просто, ладно, говорю, что как бы на моем опыте я знаю, что есть такие мужчины, которые они могут при вас хорошо себя вести, но с другими людьми могут вести себя не очень хорошо. Или, например, со своими родителями могут не очень хорошо ладить. Как бы и родители, как между собой себя ведут, их отношения, это тоже важно, потому что это все складывается в жизни детей. То же самое, как бы вот. Тут, в общем, надо, смотря что вы хотите с этим человеком, тут надо больше общаться. Еще не виделись, вот еще и не виделись. Вот. Тут нужно как можно больше общаться, тесное общение должно быть, вместе сделать ремонт, там, вместе там куда-то сходить, даже такими же самыми покупками. То есть тут, знаете, тут надо просто наблюдать за человеком, как он в разных ситуациях себя ведет. Разрешает ли вам платить за него? А если вы пришли там куда-то, да, в театр, там, может быть, да, не знаю, там, в кино, там вам надо одежду сдать в гардероб, как он общается с человеком, который в гардеробе, или там с охранником, или с кем-то еще, то есть человеком, который на такой работе, на должности, который он может неуважительно относиться. Понимаете, тут тоже уже такой маячок должен быть у вас, такой фиу, как бы что-то не так. Да, или там, если когда поближе начинаете общаться, пришли знакомиться с родителями, что-то дома забыл, пошли, зайдем, о, тут и папа, и мама. И, в общем, как папа к маме относится. Это тоже такой маячок. Даже смотрите, это тоже. Ну, то есть тут все взаимосвязано, все надо смотреть. Тут нет такого, что если вы видите и просто нравится человек, вы не знаете, как он живет, чем он живет, что он хочет, о чем он мечтает. Также он и не знает про вас. Он, может быть, мечтает об одной жизни, а вы мечтаете о другой. И вот как бы это все надо больше общаться, просто больше общаться. Тогда вы поймете, что вы хотите, как вы хотите. Ваш человек, не ваш человек. Будет все хорошо, так это хорошо же. Это же классно. Но я говорю, это все важно оговаривать, ну, когда вместе общаетесь, это все важно, потому что если вы уже дальше вместе хотите быть, то тут надо все обсуждать, все, абсолютно. Вот. Все хорошо будет, это класс. Это уже такой классный, не знаю, это уже когда вот держу хвост пистолетом и вперед. Все будет хорошо, я бегу, милый, там. Ну, если все хорошо, то классно. Главное, что человек, если хороший, то все супер. Есть такие мальчишки, которые настроены на семью, которые хотят, чтобы о них заботились, хотят сами заботиться о ком-то, да. Любят уют, комфорт, вкусно покушать, как бы вот такое вот есть такие. Вот, что все будет хорошо. Вот. Ну что, давайте тогда будем завершать эфир, потому что подсказки все раздала, общие раскладики вроде как сделала, да, ну вот, все предсказания на Новый год тоже раздала на сегодня, на следующей неделе. Тут еще остались предсказания. На следующей недельке заходите.
У меня их 104 всего, тут 8 штук всего лишь раздали. В следующий раз будет больше. Не буду торопиться, да, это правильно, это правильно. Все постепенно, все будет хорошо. Там потом сами посмотрите. Вот. Общаться интересно с вами. Я же много раз говорила, классно было бы, да, если бы мы вот так собрались лично, например, чайку, там, кофейку вместе попить, заодно бы и карты взяли, да, ну вот я бы взяла, например. Было бы классно пообщаться, конечно. Я бы с радостью. У нас бы тут и Максим приехал, там, и Ира у нас, и Лидик, там еще кто у нас. В общем, все вот собрались бы, да, за большим столом. Вот. Ой, у меня дела как? Ой, у меня много всяких изменений. У меня этот начальник сменился в отделе на работе. Вот, люди приходят, уходят, увольняются, новые приходят. Мы тоже там сделали на работе подсказки. Я на работе делала, я в Телеграме выкладывала. Я такая думаю, сюда тоже надо сделать на канал. Времени ж на все не хватает, но вот тоже сделала. Так что будут подсказки. Очень елку хочу. Елки пока нет. Пока нет. Приличной встречи руны бы хотела. Да, руны тоже классно. Руны, может быть, я сделаю на каком-то эфире руны. Только я буду по бумажке смотреть, потому что у меня вообще времени пока не хватает, чтобы их изучать. Они классные, они вообще суперские. Мне очень нравится, вот как они говорят. Но они один раз вытаскиваешь и все. Там нет такого, что тут руны сейчас посмотрю, все подряд вытащу. Нет. Там одну вот задал вопрос, например, вытащил. И смотришь ответ. У меня распечатано тут все. Вот. Что значит эта руна, да? Что она вам советует? Самое такое, что советует. Подсказка вот от них тоже классная. Так что тут их не так много. Рун всего 24. Вот. Это карта Таро 78, рун 24. Так что я бы тоже. Я бы все взяла. Я не знаю, как это все вместить. Я посмотрела, сколько у меня карт Таро. Плюс еще я же дракончиков купила. Я же показывала. Я, кстати, сейчас две колоды карт я продаю. Я дала объявление. Думаю, что к Новому году кто-то возьмет. Потому что у меня они лежат. Я как-то ими сильно-то много расклада не делаю. Думаю, пусть кто-нибудь, и тем более... Куда мы столько? Смотрите. Вот я в прошлый раз показывала. Я купила эти карты. Обложка вот такая. Белую елку. Нет, я хочу настоящую елку. Видите, дракошки. Год дракона же, я же не могу. Я купила вот это, смотрите, это protection, это защита, это все на английском. Видите, какой дракон? Вот он ее защищает, это как защита. Представьте, вы такая нежная, женственная, а он вас защищает. Он сильный и большой. Я девочка, он мальчик, да, он сильный и большой, видите, он защищает. Ну, тут как бы про драконов тоже очень интересно. Здесь вот есть тоже книжечка на разных языках. Ой, чуть не уронила. Поэтому у меня тут столько всего для изучения. Вот. Поэтому вот они в коробочке. Столько всего хочется. Я так жду эти январские праздники, чтобы почитать просто про карты, чтобы уделить внимание себе, чтобы наконец-то напечатать то, что я хочу. Вот. Так что я очень жду. У меня много всего идей. Елку хочу настоящую, потому что я люблю, когда пахнет. Я люблю, когда пахнет настоящей елкой. Очень хочу настоящую. Потому что мы переезжаем, искусственную я не смогу возить. Мы уже столько этих крестовин тоже, помню, покупали. У нас в каждом городе по несколько штук осталось. Мы же часто переезжаем. Когда переезжаешь, все же. Мы тут тоже не планируем же навсегда тут жить. Как бы вот, надеюсь. Поэтому вот я и хочу некоторые карты Таро. У меня вот выставила две разные на продажу. Это романтическое Таро. И еще одни там. Вот. В этом году что символ? Какой искать?
Какой символ будем искать? Не будем никакой искать. На нас... Нет, пока не переезжаю я. Пока я не переезжаю, я хочу переехать только в одно место. И для этого нужно очень много приложить усилий, действительно много, поэтому у меня пока столько нету возможностей, но желание мое есть, поэтому пока есть желание, есть надежда. Вот. Но я не покупаю много всего, потому что я знаю, что потом придется продавать. Я лучше сразу продаю то, чем не пользуюсь. Вот. Год кролика был с морковкой. Это да, я помню, где он у меня тут. И, кстати, он здесь. Вон висит, там эти мои. Год кролика, да, с морковкой был, чтобы было все классно. А сейчас просто дракошка. Дракошка должен быть. Любой дракошка. Ну, я как бы себе купила карты с драконом. Я сейчас показала вам. У меня символ дракона есть. Вот как бы и все. Ну просто дракончик должен быть. У меня еще магнитики с драконом. Но дракон, вот он деревянный же. Как бы деревянного дракончика можно. Дракончика, который вам нравится просто и все. Сейчас донатик посмотрю. Приятный сюрприз на ближайшее время. Сейчас донатик глянем. Так, приятный сюрприз. Работа. Что такое? Или вы будете кого-то обучать, а потом отмечать. На работе, возможно, какой-то проект закончите. Возможно, на работе вас повысят или как-то вот должность вам какую-то дадут. Или дадут вам в подчинении, вы будете обучать кого-то на работе. Я не знаю, почему так показывают. Возможно, какая-то прибавка будет, что-то в деньгах. Может, премия будет, не знаю. Здесь, знаете, здесь как будто вы будете гулять, отмечать какой-то проект, что ли. Так, все, тут мне что-то ничего не говорит. Больше по работе. То ли вас отправят... Нет, ну вас вряд ли отправят учиться. Как будто тут набираетесь много опыта, и вам могут дать в подчинение кого-то. То ли вы какой-то проект завершаете по работе. То ли вы получаете какой-то проект, может быть, государственного уровня, какой-то такой, и вы будете отмечать, праздновать это, начало проекта или завершение проекта. Будете отмечать. Что-то в сфере работы, какие-то новости будут. Что-то с работой. Не знаю, что тут такое, почему-то работа идет. И там работа, и тут работа. Какие-то приятные сюрпризы вас ждут на работе. Рабочие какие-то моменты. Как будто вы получаете денег и кайфуете на эти деньги. Может быть, вам премию дадут все-таки. Или вот у вас как будто или повышение, или какие-то денежки. Что-то с работы идет. Должность, может быть, какую-то предложат должность. Как будто вам дадут какого-то подмастерья, что ли, я не знаю почему. Вы можете получить деньги и купить то, что вы хотите. Деньги такая. Я не знаю, почему-то деньги выходят по работе что-то. Что-то в работе будет. В деньгах, в работе. Вот. Как будто вы что-то ждали, и вы получаете. Знаете, как будто вы что-то давно ждали, еще, вот еще что-то такое будет. Вот
Может быть, это в отношениях, может быть, это в работе тоже. Как будто вы ждали, если в работе, то, может быть, вы ждали признания. Вас, возможно, на какое-то время о вас забыли, да, не обращали внимания. А вы там работали, вкладывались, жертвовали временем, там, да, старались, да, его тут заметят, и вы будете счастливы, как бы то, что вас заметили. Или какой-то человек здесь, знаете, из прошлого, который не давал о себе знать, вдруг появляется ни с того ни с сего. Ну, просто чтобы вы самоутвердитесь за его счет, но он вам не нужен. Просто вы поймете, что да, он вот это как бы вы желанная, он вас помнит, он скучает, но как бы пошел он нафиг. Да, я такая классная. То есть поднимет вашу самооценку. Возможно, человек из прошлого, с которым вы расстались, может поднять вашу самооценку. Но вы с ним не пойдете, вы уже пошли дальше. Да, вы знаете, вы как будто... У вас какое-то плодородие идет, у вас и в деньгах все классно, и что-то... Вот вы что-то очень-очень хотели. Возможно, вы хотели встречу с человеком, с каким-то, с новым. Не знаю, с каким. Возможно, новый человек. Возможно, вы уже знаете. Издалека какой-то человек. Или вы новый. Ну, тут вроде бы как бы... Ну, тут может быть и новый человек, да? Что еще, я спросила? Что еще классного и хорошего? Ну, как бы... У вас плодородие и развитие во всех отношениях. Просто вот женская энергетика. Вы на себя тратите, вы в себя вкладываетесь. На работе тоже все классно. Вас ценят, да, вот здесь вот у вас плодородие просто. То есть здесь у вас забывается то, что вы хотели, как желание ваше какое-то, то, к чему вы, кстати, стремились и шли. Смотрите, здесь любовь. Вы можете встретить своего мужчину. Ну и как бы вот... Мужчину вам, мужчину. Да, после того, как закончатся старые, вот эти вот все старые, холодные отношения, когда вас не выбирали, тяжелые отношения, это все уходит, и вы получаете шанс на новое. Да, вы заслужили, короче. Что вы такое сделали хорошее? Вы молодец. Вы заслужили. Вы заслужили, да. Новый этап вашей жизни начинается. Набили шишки, набили шишки, да. Вы, возможно, разрушили все отношения, где вас не выбирали, и все, и закрыли им путь, дорогу к себе. Всем вот этим, кто от вас что-то хочет, но несерьезные. И здесь теперь приходит мужчина, с которым возможно совместное проживание. Да, чуть-чуть, опять его чуть-чуть подождать. Он придет. Слушайте, даже может несколько мужчин вас ждет. Один мужчина, он будет такой страстный, вас будет к нему тянуть, с ним вы можете жить даже вместе. Потом другой мужчина появится, который будет вам предлагать свои деньги, гулять и вкладываться в вас просто вот куда хотите. Вот. Вы выберете второго мужчину. Возможно, вы будете с первым мужчиной, но уйдете ко второму. Потому что первый мужчина, у вас первым мужчиной будет вот как бы тянуть к нему, будет тянуть к нему, вы будете свободны. Он будет свободен, да, но вы его приручите, все будет нормально, да, вроде как все хорошо. Но чуть попозже к вам приходит, вообще тут столько мужчин, другой мужчина к вам придет, который скажет, пойдем гулять, пойдем куда хочешь, поехали куда хочешь отдыхать, будет в вас вкладываться материально, и вы выбираете этого мужчину, он будет к вам приезжать. То есть вы этого выберете, второго. Первого вы, короче, нет, вы с ним обрубите. Второй мужчина. Да, второй будет при деньгах. Первый, он будет страстный, вас будет к нему тянуть по дьяволу. Это как проверочка, это как вот, ну, как бы такое вот пойдет, нужно вам или нет. Но смотрите, выбирайте. Будет еще мужчина, который с деньгами, он в вас будет вкладываться, он будет хотеть вас вкладываться, потому что, ну, куда ему девать деньги, если только не на вас, да? Да, вы будете думать и выбирать. Только нужно прошлое обрубать, все, и идти дальше.
Да, не выбирать те отношения, где вас не выбирают, где незрелые мужчины, где он еще в будущем даже не думает. Подсказка. Вы творец своей судьбы и удачи. Вот подсказка на ваш вопрос. Вы творец своей судьбы и удачи. То есть вы сами сможете выбрать любого мужчину. Хотите удачу и судьбу классную, да? Как бы вот выбирайте. Здесь так. Так что, Зарина, вам посмотрели. Ага, донат отправили. Так, смотрим донатик. Благодарю, Зарина. Ой, я так люблю женихов раздавать, особенно когда все классно, чтобы было. Вот, так что супер просто. Так, смотрю донат. Ничего себе, тут какой вопрос. Кстати, поэтому, ну, может быть, покажут карты. Карты могут не показать. Так, сейчас еще на одной колоде уточним. Еще какую-нибудь колоду надо взять, что-то надо уточнить. Первое, второе или третье. Так. Здесь как будто или первое, или третье. Или отец, или кто-то из сестер. Потому что тут про него что-то вот ничего такого. Как будто третье. Потому что, смотрите, если смотреть сестер, тут как бы выходит больше всего про это. Вот, если смотреть то, что здесь такая безвыходная ситуация, да, по Луне это что-то такое неясное, непонятное, или может быть еще ночью. И вот тут как бы завершение этапа, это вот может быть означать еще переход на другую сторону уже все, это вот по миру. Вот как бы это может означать третье. Ну вот еще по первому непонятно, но по-моему нет. По третьему больше. Так. Сейчас еще колоду возьму. Ну, такие карты выпадают по третьему больше. Но, блин, и по первому тоже могут быть. Но тут как-то по третьему. Так. Блин, эти карты вообще не показывают. И на этих вообще тут непонятно. Тут вот не показывает. 6. Здесь там, где 3. Там, где 3 сестры вместе. Здесь там, где 3 сестры вместе. Вот там может быть. Нет, тут 3 вместе.
Вот именно, ну, показывают там, где три. Видите, три женщины, три девушки, три вместе. Где вот три девушки. Ну, может быть, родные три сестры, вот если там что-то может случиться. Саша, получается, что ли? Да, Саша получается. Как будто вот Саша. Как будто Саша. Здесь может человек или заболеет, или что-то. Смотрите, тут вот как будто человек болеет, или что-то случилось в коме, может быть. И тут переход в новый мир. И тут, видите, как бы все. Ну, человек не может встать. Вот самые такие карты плохие, это вот вышли у Саши. Не знаю почему, но вот у нее. Остальные тут как-то через трансформацию кто-то проходит, кто-то по заслугам получит, кстати, и боится этого, что получит по заслугам. Кто-то сам себя обманывает тут, кто-то перед выбором стоит, сомневается, да, кто-то тут тоже сам себя обманывает или кто-то с прошлого обманывает. Но вот у этого человека прям одни мечи у Саши. Прям очень серьезные, ну, как бы карты, видите, тут как бы ну, такие вот. Вот, ну, вот она может быть под ударом. По заслугам первая, Настя. Что-то с Настей тут, видите, она боится, что как-то, видите, что-то, может быть, сделала не так, и по справедливости ей прилетит, то есть по-честному. Ну, как бы вот что-то может ей прилететь. Вот, Настя. Так что тут так. То есть как будто так суждено. Ну, как бы вот под ударом, вот я сказала, кто самый такой вот, такие карты. Здесь так. Так, сейчас вам подсказку на ваш вопрос. Подсказка. Будьте осторожны в словах. Такая вам подсказка, Аля. Так. Так. Что-то как-то можно будет повлиять. Это же, ну, какой результат-то нужен, как понять, повлиять? Может кто-то повлиять или нет? Видите, тут человек, ну, здесь нужно, видите, человек, не знаю, это она. Возможно, тот, про кого вы спрашиваете, Саша, да, она обрубит все, и нужно подождать какое-то время. То есть она не позволит влиять. Здесь как будто еще зависимость по дьяволу какая-то. Может быть, денежная нехватка, может быть, денег нету, кстати. Что здесь с финансами может быть.
какая-то новость с финансами, которая может расстраивать человека. Эмоционально очень тяжелая новость какая-то. Вот. Здесь так. Повлиять пока никто, она обрубит все. А чуть-чуть подождать, и семья может повлиять. То есть семья. Немножко надо подождать. Как будто переждать, пока человек остынет. И семья может повлиять. Вот. Ну, как-то так вот. Вот. Кому еще подсказки давай? Уже всем, наверное, дала подсказки, да? Да, все-таки девушка из дома, девушка, да, блин, все-таки девушка, думаю, все-таки посмотрю. Ладно. На следующей неделе, в общем, будут предсказания на Новый год, на 2024. Так что приходите в следующую субботу, 21:30. Ну, как бы, я думаю, что 21:30 эфир не будет. Будет, наверное, как сегодня, пораньше. Ну, если получится. Я просто не знаю, во сколько я приеду. Но так ориентировочно 21:30 в субботу будет эфирчик. И там мы с вами посмотрим предсказания на 2024 год. Какой у вас будет год. Даже если кто-то сейчас получил на этой неделе предсказание, вы еще на следующей неделе можете получить. Вот, чтобы был хороший год. Так что давайте, желаю всем классного вечера, чтобы у вас все было хорошо. Вот. Обнимаю, целую. Покупайте дракончиков, ищите дракончиков. У меня как бы дракончик вот. Но я считаю, что не зеленый дракон должен быть, а красный. Я не знаю, почему я так считаю, но драконы, они огненные. Дракон — это огонь. Огонь — это красный цвет. Поэтому у меня такой дракончик. Вот, так что можете искать себе талисманчик какой-то, дракончика. Вот, обязательно поставьте его на стол, когда будете встречать Новый год. Можете зеленого дракончика, можно свечку с дракончиком. В общем, как хотите, талисманчик себе, чтобы он вас оберегал, чтобы у вас был удачный год. Вот, так что, Максим, хорошего вечера. Всем хорошего вечера, девчонки и мальчишки. Классной недели. Все, увидимся с вами в следующем видео. Вот, надеюсь, музыка будет работать в конце концов, а то в начале эфира была, и теперь нету. Все, всем пока. Целую и обнимаю. И буду заканчивать эфир. Все, пока.